Денис, приветствую. Спасибо большое, что пришел. У нас много вопросов, и у меня, и у моих зрителей, в основном про искусственный интеллект. Но сначала до искусственного интеллекта хотел бы спросить, как ты, будучи физиком, я так понимаю, по образованию и по призванию, изначально в школе, побеждал в олимпиадах и физикой занимался, как из физики можно попасть в искусственный интеллект? Ну, тут да, Егор, во-первых, да, привет. Очень рад. Спасибо за приглашение поучаствовать, рад тут быть. Вот, надеюсь, что интересно поговорим сегодня. Из физики на самом деле очень легко попадают в искусственный интеллект, машинное обучение, потому что это в целом, как ни странно, довольно близкие области. Но я не физик, на самом деле. Я действительно увлекался в школе, ну, как и все, на самом деле, технические ребята. Я увлекался и математикой, и физикой, и химией даже бывало. Ездил на все РОСы, на другие олимпиады. Вот, но учился я на мехмате. То есть я такой, знаешь, математик такой пораженный, на самом деле, по образованию. На кафедре Тервера, там Мгм. же и диплом, значит, делал и писал. Вот, но, безусловно, как бы тут математика, она такая наука теоретическая больше, да, то есть там теоремы доказывать больше и всякие там какие-то конструкции строить в голове и что-то про них доказывать. Действительно, там одна из областей применения — это физика, и там, где математика особенно хорошо проявляется, особенно с своей прикладной точки зрения, это, конечно, физика, в первую очередь. Поэтому даже на мехмате есть, есть мехмат, он так и называется, механики и математики, там механика есть, как раз физика. Поэтому, конечно, с физикой приходилось сталкиваться, с квантовой физикой, с обычной физикой. А ты сейчас где работаешь? Скажи в двух словах. Я работаю в Сбер.AI, значит, возглавляю Сбер.AI Research, Мгм. лабораторию, вот, как бы занимаемся мы генеративным искусственным интеллектом, по большей части, особенно мультимодальным, с точки зрения модели генерации, особенно изображений, видео в последнее время. Вот, а еще научный консультант в Айре, Айре, Институт искусственного интеллекта, который, значит, вот недавно был создан, буквально несколько лет назад. А ты программист? Код пишешь? Да, конечно, конечно. Конечно, пишу, потому что программирование — это еще одна область, где математика полезна. Безусловно, пишу. Сейчас, может быть, меньше, чем хотелось бы. Ну, как бы, когда я там начинал работать и в Сбере, и до этого, конечно, приходилось писать много кода. Я был разработчиком фактически, дата-сайентистом, как и все. Вот. И сейчас я больше, конечно, так это, проектами управляю. Хотя мне всегда отрадно, когда я продолжаю писать код. И иногда до этого время доходит, и руки доходят. И иногда это получается делать. А ты когда в школе учился, в олимпиадах участвовал, математикой занимался, ты тогда программировал? Да, конечно, конечно, Но это безусловно. не было твоим основным интересом, была все-таки математика. Да, это не было моим основным интересом, Мгм. хотя приходилось много всего писать. Были и предметы, и в олимпиадах по программированию я участвовал. Ну, по информатике это тогда называлось. Мгм. Вот, тогда еще программировали не на питоне, а на всяких там паскалях. Помню эти времена. Там даже на плюсах иногда удавалось, ну, на C, на плюсах, наверное, позже, на C мы тогда прогали. Вот, но больше, конечно, интересовался, да, всякими задачками, конструкциями там и так далее. То есть я больше математик, чем программист, это правда. Ну, так вроде бы звучит, что наоборот. А скажи, в твоей текущей работе и вообще в искусственном интеллекте нужна больше математика или программирование? По-разному, нужно все на самом деле. Это искусственный интеллект — это мультидисциплинарная наука, прям, ну, по построению просто, можно так сказать. И, во-первых, как и в физике, в искусственном интеллекте нужна математика и хорошее владение основами, хотя, может быть, не сильно там продвинутыми. Но без такой линейной алгебры, без матана, без тервера, мат-статистики, ну, бесполезно совершенно как бы этим заниматься, потому что это все методы, которые мы делаем, они все используют все эти там области математики. А гигачат это вы делаете, правильно понимаю? Гигачат делает много команд. Я руковожу командой, которая делает Кандинского. Мгм. Вот, и я как бы не просто руковожу, я как бы один из основателей всей этой движухи был еще в 21 году. Вот, но сейчас как бы я руковожу командой, повторю, да. Мы сейчас делаем модель генерации видео, которую вот недавно релизили.
Вот, гигачат мы тоже начинали делать с Андреем Кузнецовым, вы с ним общались, Мгм. с Сережей Марковым. Вот, сейчас, как это, гигачат больше про какой-то продакшн, и поэтому сейчас командой гигачат руководит Федор Минкин. Есть такой у нас выдающийся инженер, я прям так скажу. Вот, ну, мы, конечно, ребятам помогаем с точки зрения исследований вовсю. Особенно с точки зрения каких-то областей, где нужно что-то, знаете как, что-то еще не открыто, грубо говоря, что-то непонятно. Вот не все вопросы мультимодальности исследованы, да, не все вопросы там длинного контекста исследованы, хорошо памяти, которая нужна этой нейросети. Конечно, мы в этом смысле помогаем. То есть мы в данном ключе больше исследовательскую функцию несем. Вот как-то так. Многим кажется, что и GigaChat, и Кандинский — это калька с американских продуктов. И мы, так, опять же, многим кажется, что мы не изобретаем ничего, а просто взяли существующие модели, или даже не модели, а существующие принципы, наполнили их какими-то своими данными и запустили, и оно чудесным образом заработало. Так это или нет? Нет, конечно, это ни в коем случае не калька, но, безусловно, как бы есть, что-то общее. То есть тут трудно тут, но я вот такой пример приведу, что он вот, так как бы Кандинский такой у меня близко к сердцу, я поэтому на его примере. Вот, когда мы это все начинали делать, это был на самом деле начинали мы все в 2020 году делать. Но первую модель Малевич, она тогда называлась, можно считать, что это Кандинский 0.0, потому что 1.0 вышел позже, появилась, и мы ее опубличили 2 ноября 2021 года. Вот как бы можно посмотреть мою статью на Хабр. Тогда я как бы ее и писал с командой, и там в основном делал. Просто для понимания, что такое 2 ноября 2021 года. В мире нет ни одной модели публичной, которой можно воспользоваться для генерации картинок. Безусловно, есть Дали, от OpenAI, значит, которые они всех поразили, вот и меня в частности, и это в целом бустануло наше исследование, конечно, вот сам эффект. Они ее релизнули 6 января, по-моему, 2021 года, прямо на новогодних праздниках. Вот, но они что сделали? Они, как обычно, выложили просто статью, не выложили никакого кода, вот прям совсем никакого, и, естественно, не дали публичный доступ. Ну, вот как условно, как с Сорой, вот было в этом году. Как бы вот я имею в виду зимой, в феврале этого года. Вот ровно так же, как бы они там уже давно поступают. Вот, и мы просто смотрели на статью, мы смотрели на примеры генерации в этом блокпосте, и мы пытались сделать э, какую-то систему, которая работает лучше, чем это. И, ну, хотя бы похожим образом. То есть мы, конечно, вдохновляемся тем, что делают наши коллеги постоянно, и в Китае, особенно последнее время, и в Штатах, безусловно, и иногда в Европе. Европа тоже тут, хоть ее списывают со счетов из-за регуляции, но, типа, что-то там происходит. И мы, типа, делали свою модель, полностью свою, обученную на своих данных, которую показали 2 ноября. Повторю, мы вообще были первыми в мире, не просто в России, мы были первыми в мире, кто показал модель генерации картинок и сделал в открытый доступ ее положил. Ну, вот тогда это было прям супер круто. Уже потом появились Stable Diffusion, уже потом появились Midjourney, уже потом появились там DALL-E 2, DALL-E 3 там и так далее по списку диффузионные модели. Вот, и это, типа, крутая штука. То есть мы пытались сделать исследование, пытались сделать что-то свое, но и у нас, как кажется, получилось. Вот, и мы, в принципе, этого подхода продолжаем придерживаться и сейчас. То есть, действительно, область за эти там 3-4 года, она стала очень высококонкурентной. То есть, очень много исследовательских команд, продакшн-команд пилят модели генерации картинок, видео. Поэтому, конечно, как бы есть ребята, которые нас обгоняют, да, и есть ребята, которые там что-то выкладывают open source, какие-то статьи более серьезные пишут, технические. Мы, конечно, на все это опираемся, последнее время, да, особенно в плане диффузионных моделей, но тем не менее, как бы все данные, все архитектуры, все обучение, оно, конечно, происходит на наших суперкомпьютерах, с нашими головами, нашими специалистами. Это, правда, очень круто, потому что в целом с такой конкуренцией и на самом деле маленьким количеством ресурсов, вычислительных в первую очередь, которые есть в России, это, типа, трудно делать, но это круто, что получается, что специалисты все-таки есть. Ну вот как-то так. А может быть, они с вас копируют, они являются калькой с вас. Если они не выложили в открытый доступ, вы потом выложили в открытый, дальше развитие продолжалось.
Так, наверно, тоже неправильно говорить, потому что в целом, в целом это все как бы, никто мало команд делятся своими разработками вот прям полностью. Типа вот все разработали, все положили. Там же это сложный процесс, очень сложный, потому что, нужно придумать архитектуру, да. Это как бы есть подходы верхнеуровневые, да, которые понятно, что работают. Вот, например, как бы есть, последние модели, генерации видео, генерации картинок, ну, как последние. С картинками это началось примерно 3 года назад, в 22 году. А с видео вот буквально в этом году, да, это прям реально большой прогресс достигли в мире. Это диффузионный подход. То есть, ну, диффузионные модели, в принципе, на слуху тоже, что картинки генерируют диффузионки. Значит, ну, это идея, как генерировать изображение, верхнеуровневая идея, что мы, типа, начинаем с шумного, знаете, как там, с гауссовской многомерной матрицы, и потихонечку, предсказывая шум, который мы наложили в рамках прямого процесса зашумления, да, предсказываем шум, его удаляем, и так вот шаг за шагом, типа, получается картинка. Если правильно предсказывать шум в том направлении, в котором промпт задан, типа, получится изображение. Но как бы от того, что вы это придумали, это круто, это крутая идея, научная идея, более того. И есть ряд статей, и все там на эту первую статью ссылаются, когда делают свои диффузионки. Но этого мало. Как бы нужно теперь придумать, а как это все делать, да, какой архитектурой. Вот стандарт последний год, как это делать, это диффузионные трансформеры. То есть, ну, трансформер тоже известная архитектура, она все эти там чат GPT, GPT, гигачаты, это все трансформеры. И это архитектура, которую придумали в 17 году еще далеком коллеги из Google, исследователи. Тоже совершенно важная статья, совершенно крутая идея, которая сейчас при построении там языковых моделей только ей пользуются во многом, ну, и ее модификациями. Но вот с картинками тоже как бы она оказывается полезной. И вот есть специальная модификация, называется диффузионный трансформер, которую применяют для того, чтобы вот этот вот денойзинг, вот это расшумление делать. Но это, опять же, верхнеуровнево, потому что, а какой трансформер взять? Там, как его устроить, да, внутри, потому что это огромная нейросеть с кучей слоев. И вот тут вот включается вот эта вот исследовательская жилка, как бы нотка, что надо посмотреть, а как правильно архитектуру собрать. И вот тут мы начинаем отличаться. Вот как собрать архитектуру, на каких данных ее учить. Понятно, что у нас цель, наверное, про Россию побольше знаний заложить, да, потому что мы делаем российскую все-таки нейронку. Она там должна знать, несмотря на то, что в интернете как бы всего 5%, ну, может быть, 6%, надо посмотреть актуальную статистику, всего 6% русскоязычных данных, все остальное, как бы, это там другие языки, английский в основном. Английский, по-моему, 70%, но вы меня поправите. Несмотря на это, как бы нам нужно... Все хотят, чтобы как бы про Россию-то нейросеть знала. Но для этого мы должны собирать собственные сеты, да, как-то правильно их размечать. Размечают, кстати, другие нейронки в основном это все, потому что все равно сеты большие, и как бы люди не справляются. Как-то это правильно добавить в обучение. Плюс собрать собственную архитектуру, повторю. Это все выучить, правильно там научиться это все учить на больших суперкомпьютерах, это тоже важная штука. И вот как бы вот эта часть полностью наша. И тут вот все компании, они по сути этим и отличаются. И все там стартапы, которые сейчас делают команды, они отличаются вот этими нюансами, что кто-то подобрал более оптимальную архитектуру, кто-то научился лучше и качественнее собирать данные и размечать их, у кого-то больше ресурсов вычислительных. И вот на самом деле вот на этой тонкой грани и находятся вот эти вот приросты по качеству, которые там все пользователи ждут, которые пользуются, да, модельками, и которые как бы видны. И это большая научная работа. Повторю, как бы это вот то, что и составляет вот эту вот научную часть всего этого процесса. Но вот мы как бы стараемся этим в том числе заниматься. Тут и наука, и инженерия, и все вместе. И тут неправильно... И у коллег это то же самое есть, и у китайцев, и у американцев. И как бы тут никто не калька друг друга, все пытаются делать, как бы улучшать либо существующие, либо придуманные им подходы, но это в любом случае как бы такое ремесло инженерно-научное. Вот примерно так. Я слышал, что серьезного прорыва ждать не приходится, что сейчас все развитие в этом направлении идет такими микрошагами, и кто-то немножко увеличивает чего-то, немножко уточняет, немножко более качественным делает. Но такого прыжка, как нам показал чат GPT 3 года назад или 2 года назад, не ожидается. Так ли это? Я так скажу, что с языковыми моделями, возможно, да,
Потому что почему? Потому что есть вот этот фактор, что данные действительно текстовые, повторю, текстовые данные действительно в интернете во многом заканчиваются. Ну, что это значит? Что понятно, что как бы интернет это живой организм, ну, живой в кавычках, я имею в виду развивающийся, что как бы каждый день туда выливаются тонны, ну, там, гигабайта, терабайта текстовых данных. Вот, но как бы полезная часть этих данных, она закончилась. Вот если взять весь интернет, вот такого собрать его, значит, все тексты я имею в виду, то полезная часть какая-то, вот знаете, которая способна дать вот тот самый скачок, о котором речь, она заканчивается. Именно поэтому в языковых моделях действительно прогресса добиваться все труднее и труднее. Безусловно, это не значит, что прогресс не остановился, потому что не все в данных лежит. Все-таки такая существенная часть прогресса, она находится внутри архитектуры и в ее модификациях. В модификациях того, как мы учим модель. Вот, например, да, языковую модель можно учить предсказывать следующий токен, типа следующее слово, да, будем упрощать. А можно учить ее не совсем... И вот все там ChatGPT подобные архитектуры, декодер-трансформеры, так называемые, они примерно так и учатся. Типа единственная задача, которую нейросеть решает на обучении, это как правильно предсказать все более точно следующий токен, следующую часть слова, оно же предсказать распределение, да, условное, следующего токена по отношению к предыдущим, который называется контекстом как раз, куда модель смотрит. А можно делать не так. Можно, например, маскировать, да, то есть закрывать какое-то слово по центру и, смотря на слова слева и справа, пытаться предсказать его. Так учатся энкодерные модели, и, может быть, часть прогресса в будущем, она лежит вот в таких вот модификациях претрейна, да, предобучения. Может быть, вот как, может быть, там коллеги, которые там наблюдали за прогрессом, точно не пропускали релиз последний, новогодний, значит, от Сэма Алтмана, от OpenAI, GPT-4 for O3. Вот у них какая-то, типа, странность с названиями. То есть какой-то хаос такой, типа О1, О3. Ну вот. Они могли видеть, что как бы вот добавляя размышления в модель, то есть как бы модель не сразу отвечает на вопрос, который вы задали, а она пытается внутри себя думать. То есть такой chain of thoughts, можно сказать, цепочка рассуждений. Она по вопросу вашему сначала думает, сколько-то там размышляет, там один тезис закидывает, второй, третий, потом суммаризирует, только потом отдает ответ. Это тоже сильно бустит качество, сильно повышает и качество модели. Но вот такими вот хитрыми, и таких штук очень много. Борьба с галлюцинациями, фактологическая точность, увеличение контекста. Все это в итоге приводит к тому, что модель языковая становится качественнее, даже без обучающих данных как таковых, новых обучающих данных. И это все будет развиваться, продолжаться, и мы, безусловно, увидим прогресс в следующем году по языковым моделям, но, может быть, не такой, как был в ноябре 22 года, когда мы там из ничего, там широкая масса людей узнала, что, оказывается, там чат GPT типа умеет, не знаю, задачки по физике решать. Вот, это первый тезис. С видеомоделями, с моделями генерации картинок я как бы тут не соглашусь совсем. Почему? Потому что по видео, например, данных не то чтобы они заканчиваются, они даже как бы на 10% не переиспользованы пока. Вот те модели, которые вы видите сейчас, там Veo 2, Sora, да, самые топовые, там Kling, это все модели, которые, ну, не видели всех видеоданных, которые есть в мире. То есть это модели, которые обучены там, ну, может быть, на 40% Ютуба, на 40% всех данных, которые есть в мире. Ну, тут только догадываться приходится, потому что Google, по некоторым вопросам они там пишут подробные репорты в последнее время, а по некоторым вопросам они как OpenAI. Типа пишут, какие-то генерации выкидывают, и все, как бы довольствуйтесь этим. И тут, знаете, как, типа, приходится думать не просто там наслаждаться генерациями приходится и думать, как они такое сделали, типа изобретать какие-то новые методы. Ну, может, это и хорошо. Вот. Мой тезис в том, что по видео пока что существенная часть данных даже не использована. Именно поэтому в следующем году по видео мы будем видеть колоссальный прогресс. И по количеству задач, которые такие модели решают, и по количеству, и по качеству, конечно, того видеоконтента, который они производят. И по каким-то даунстрим таскам, типа там редактирования видео. Тут прогресс только начинается, я бы так сказал. Он начался в начале этого года,
так или иначе, продолжится в следующем семимильными шагами. И более того, как бы есть новые задачи, касающиеся, там, вот есть же другие модальности. Вот мы сейчас как бы, может быть, это сейчас в шутку будет воспринято, но тем не менее. Вот есть, например, как бы есть зрение, слух, да, это те модальности, которые покрываются сейчас плюс-минус всем генеративным искусственным интеллектом. А вот есть модальности, которые человеку под силу, и пока что нет. Ну вот типа запах, например, вкус. Ну, чем не модальность, как бы? Понятно, что она более физичная, да, то есть, как бы, с той стороны нужно ставить на output какой-то там диффузор, распылитель, чтобы запах почувствовать. Но это ж круто. То есть, вот, как бы, как замоделировать запах, научиться его передавать, а потом еще и генерировать новые запахи по запросу. Вот, как бы, одна из интересных задач, на самом деле, как это сделать, и которую мало кто исследует, но исследует. Есть статьи, которые этому посвящены. И вот даже в таких каких-то таким даун, как это сказать, бутиковых областях тоже, я думаю, увидим какой-то прогресс. А почему это называется наукой, а не просто программированием или инженерией, в которой мы берем существующие блоки, компоненты, например, архитектуру трансформеров, и немножко подкручиваем, добавляем что-то, загружаем новые данные и получаем просто новый результат? Где здесь научная составляющая? Тут на самом деле правильный вопрос, потому что есть и то, и другое. То есть это и не чистая наука, и целиком, чтобы построить систему какую-то работающую, нужна и научная составляющая, и инженерная обязательно. И они так и бьются. То есть тут как бы нет никаких противоречий. А То в есть чем разница между первым и вторым? Давайте определение дадим сначала. можно, да, можно попробовать. Но в целом ровно как и в других областях. То есть ученые, которые исследуют новые подходы, или новые архитектуры, которые применяются к уже существующим подходам. Ну вот пример. Опять же, как это, Кандинский ближе, буду на примере него. Вот сейчас, как мы уже выяснили, да, преобладающий подход – это диффузия. Да, типа все модели, которые, вот буквально все, которые можно перечислить, они все диффузионки, так или иначе, которыми мы пользуемся. Midjourney, Stable Diffusion, Flux, Recraft, Кандинский, Sora, Veo, Klink, ну и так далее. То есть как бы это такой мейнстрим, ну и хороший просто подход работающий. А при этом как бы первый Кандинский, он же Малевич, ну и первый Кандинский 1.0 был не диффузионной моделью. И он появился еще до эры диффузионок, 21 год. Это была авторегрессионная модель по типу GigaChat, по типу ChatGPT. Какая идея была? Идея такая, что там не было никакого шума, ну вот в смысле диффузионок, который расшумляется и получается картинка. Это был просто переводчик. То есть как бы картинку можно представить как некий просто такой, знаете, как не текст, но некую фразу, назовем так, в общем смысле, на неком синтетическом языке, назовем его English как-нибудь, ну, вот типа того. Ну, синтетический язык человеком не интерпретируем вообще никак это чиселки. Но это язык, это набор токенов. Только вот в этом вот картиночном пространстве неком, скрытом. Ну и вот вы как, знаете, как Google переводчик, там типа с русского на английский, с английского на русский, вы переводите с русского, ну, как Малевич делал, с русского на язык изображения, на English. И вот такой подход тоже рабочий. Вот первая модель именно так и работала. Она ровно что делала, она переводила там с русского на вот этот язык изображений. Вот и все. А потом, как бы, если у нас есть фраза на языке изображений, то мы можем вот этой нейроночкой, которая кодировала, декодировать обратно в картинку и типа вот показать пользователю. Вот смотрите, картинка классная. Ну вот. Это другой подход. Он в каком-то смысле во многом перестал исследоваться, когда появились диффузионки, но вот сейчас люди потихонечку возвращаются к этому подходу, в том числе. В частности, вот за последний год было очень много исследований этого подхода. Такой, знаете, как вернулся этот подход. И вот как бы сделать этот подход рабочим, сделать его таким же по качеству, как и диффузионная модель, это вполне себе исследовательская задача. И, может быть, подобрать другие подходы, посмотреть на другой подход, на другую архитектуру. Это задача исследователя. Задача исследователя придумать что-то новое, не обязательно работающее.
То есть как бы исследователь, у него толерантность к риску получить нерабочее должна быть очень большой. Его цель должна, главная цель этого человека– сделать статью. Типа показать, что а вот так тоже можно, показать, съездить на конференцию, представить это коллегам и доказать, да, что в принципе на каких-то синтетических маленьких задачках это типа работает. И все круто. А дальше что происходит? Ну, кто-то в этот подход начинает верить, потому что, да, действительно круто. Ну, вот как с диффузионками было в свое время. Вот в 2021 году диффузия была вот наоборот, да, сейчас не продакшн подходом, а исследовательским. Ну, вот много кто поверил, потом команды инженерные взяли, масштабировали подход, применили к реальным задачам, и типа, воп, получилось, что типа подход самый лучший вообще в мире на тот момент. Ну и сейчас он до сих пор продолжает оставаться самым лучшим. И вот задача как бы исследователя написать статью, презентовать идею коллегам, новую идею, а дальше это все подхватывает инженерная команда, цель которой не новое придумывать, а цель которой посмотреть на существующее, и просто подход масштабировать. Но на самом деле это непросто. Это очень сложная работа. Взять подход, который типа не особо работал и работал на синтетических задачах, и показать, что из него реально можно соорудить что-то, что людям будет интересно, широкой массе людей. То есть цель инженеров не статьи писать, а делать работающие демо-системы. Работающие системы, ну типа вот как Кандинский, например, да. И тут важна и первая часть, и вторая. Без первой части у вас как бы вы в любом случае будете опаздывать за миром, потому что вы не придумываете ничего нового, и за вас кто-то придумывает, а вы просто идеи берете. Но и без второй части тоже нельзя, без инженерной, потому что от того, что вы написали статью, ну, как бы приходят другие люди, которые как бы идею реализуют и, ну, часто про научную составляющую забывают. Поэтому очень важно вот простраивать вот эти вот связи научно-инженерные, и именно так как бы можно сделать что-то свое реально, еще и работающее. И вот в целом как бы за последние, наверное, лет 5 в Сбере, что круто, в Сбере, в Айре, ну, как вот связка, вот такой коннект получилось устроить. Это действительно круто. Ну, то есть оно не сразу дает плоды свои, но оно в долгосроке прям очень важно, и как бы это действительно такой задел на будущее. В принципе, он уже потихонечку в России начинает давать свои плоды. Вот там тот же Гига, та же Гига, тот же Канди, они вот примерно в этом ключе такие первооткрыватели, скажем. И модели, которые получились вот на связке этих двух подходов, это круто. А вас в Сбере оценивают по количеству статей напечатанных? У нас есть, у каждого подразделения свой KPI. И туда входят публикации? В Сбере есть, да, конечно. В Сбере есть подразделения, ну вот, кстати, Сбера Research, в частности, у которой часть KPI– это публикация статей, да. А сколько, если не секрет, должен один человек за год опубликовать? Тут, знаете, как Или группа? всегда по-разному. Ну да, тут Ну, примерно, это единицы, десятки, сотни. э, скорее десятки, ну, а может быть и единицы. Тут как бы ценятся статьи, которые... Ну, понятно, что статей можно написать очень много. Вопрос, куда их писать. Вот у нас на Хабре, например, вышло много статей в этом году у нашей группы. Вопрос, как бы это то, что нужно? Ну, без Хабра никуда, потому что, как бы, ну, люди читают Хабр, там, технические люди, например. Но это не оценивается, да. В KPI входят статьи на конференции в журналы определенного рейтинга. A-Star, если говорить про конференции, Q1, первый квартиль, если говорить про журналы. То есть это как бы самые мировые, самые высокие, как бы одни из возможных самые высокие инстанции, да, соответствующие научные. И вот, и в этом смысле как бы считается не круто, если вот есть конференция НИПС, даже если одна статья есть на группу, это считается очень круто. Вот, а так, если говорить про нашу команду, которая занимается и инженерной, и научной составляющей инженерной, у нас вот 6 статей в AA Star Q1 в этом году. А сколько у вас человек? Например, по Кандинскому, по одному. Ну, или там областям смежным с ним. С этими тремя, с этим доменом, да, тексту имидж, тексту видео. У меня 33 человека в группе.
включая меня. Ну, не так много, на самом деле. Вот, понимаете как, и инженерная составляющая тут важна. То есть часть людей у меня в команде, у меня в научной группе, они занимаются только инженерными вещами, поэтому статьями занимаются гораздо меньше людей в реальности. Но вот я вот стараюсь как бы, и есть ребята ученые, есть ребята инженеры. Когда они, когда их получается столкнуть в рамках одной команды, получается действительно что-то крутое. Вот, и поэтому мы тут и 6 статей, видите, есть, и есть как бы выхлоп в виде реально работающей системы. Вот, если говорить про Айри, например, да, то, ну, у ребят, конечно, больше статей, потому что у них цель, значит, только статьи писать во многом. Ну, то есть, как бы главный KPI – это публикация. Вот, ну, там десятки, ну, на весь Айри, по-моему, там 100 плюс статей, сейчас не скажу точно, значит, цифру, но они, безусловно, первые в России по этому показателю. Вот, даже там обходят и Яндекс Ресерч. Вот, и как бы, ну, совместно со Сбером там у них еще там X1,5 точно. То есть в Сбере ряд подразделений, у них вот, ну, типа вот как Сбера Research. Есть лаборатория искусственного интеллекта, это другое подразделение, у них тоже KPI на статьи. И у них просто фокус в другие чуть области, у них там фокус в какие-нибудь транзакционные модели для там, ну, Сбер же, да, то есть один из core бизнесов – это там рекомендации, транзакции там и так далее, там, предсказания потребностей пользователя. Вот у них фокус в ту сторону, например. И есть конференции научные, A-Star тоже, которые тоже с фокусом в сторону обработки временных рядов. И вот у них тоже там большое количество статей. Есть AR-VR лаборатория, например, да, тоже ребята там стараются публиковаться. Ну, в целом на круг выходит много статей. В советские времена очень критиковали, я помню, институты и университеты за то, что они только и занимаются, что публикацией статей. И никакого практического смысла это не имеет. Они просто себе птички ставят, зачеты ставят этими статьями, и смысла в этом нет. И когда бывает так, что людям из бизнеса рассказываешь о том, что было бы здорово иметь одной из целью количество статей опубликованных, то люди поднимают брови и говорят, какой смысл в этих бумажках, вы давайте практический результат. У вас нет такого конфликта в Сбере? Да, конечно, есть. Конечно, есть. Он, в принципе, всегда будет. Мне кажется, он вечный. Но у нас как бы отличие в чем? Все-таки, я считаю, от классических институтов, особенно вот советских времен, хотя я как бы тут своей фразой нисколько не умаляю значимость советской науки, в частности, для развития искусственного интеллекта. Были ученые, которые в этой области. Тогда это искусственным интеллектом, правда, они не называли, хотя термин «искусственный интеллект» был. Его придумал Маккарти, такой американский, значит, специалист в области информатики, математики, по-моему, в 50-х годах. Вот, то есть он как бы физически уже был в 60-е, 70-е, 80-е, вот, но называлось это по-другому у нас. И я вот, знаете, как я с мехмата, МГУ, вот, там до сих пор, когда я учился, вернее, там до сих пор как бы, значит, исследования, которые касались искусственного интеллекта, да, в нашем смысле, они так не назывались. То есть там даже машинным обучением это часто не называется. Вот, в любом случае, для области, для самой, советские ученые много что сделали. Вот backpropagation, в частности, был придуман один из методов обучения вообще в целом всех нейронных сетей, был придуман в Советском Союзе. Вот для как бы... Потом уже там всякие Хинтоны появились там и так далее. Вот, но в любом случае, если к вопросу возвращаться, мы все-таки стараемся, и есть KPI на исследования, которые полезны для практического применения в Сбере. Либо в экосистеме Сбера, либо в самом Сбере. Да, ну, Сбер – это банк все-таки, по большей части. Именно поэтому лаборатория, например, трудится во благо того, чтобы лучше понимать клиента, лучше рекомендовать что-то, и делают какие-то новые исследования, которые полезны, хотя бы отчасти полезны. Не надо на 100% быть полезным, но хотя бы отчасти быть полезным там B2C, например, блоке, да, работе с клиентами, звуку. Есть исследования, которые делаются для какого-то экосистемного бизнеса. Вот, например, кандинские генерация видео для чего может быть полезно? Ну, понятно, для развития там креативных всяких, тот же B2C на самом деле, да, для работы с клиентом. Любая картинка сильно повышает и продажи,
и порекламировать правильно сделано еще, да, если ее соединить с рекомендательной системой, какую картинку правильно показывать. И для рекламы, и для как бы вот просто там привлечения людей. Есть несколько проектов, там для, не знаю, самоката, например, да, значит, по анимации карточек товаров. Вот, казалось бы, да, а вот оказывается, там, если люди любят больше видео, чем картинки. Типа, если картинкой показать товар или видео снять вокруг пролета, то типа второе сильно повышает привлекательность. Вот, и мы в целом, как бы, в том числе, понятно, что не на 100%, повторю, конечно, делаем исследования вот для таких вот прикладных областей, которые деньги приносят. И вот как бы этот баланс очень трудно нащупать, на самом деле. И у нас постоянно дискуссии по этому поводу внутри Сбера. Как правильно? Вот каждый раз мы собираемся там раз там в 2 месяца и как бы думаем, лучше ли за эти 2 месяца стало или нет. Вот. Но в любом случае, как бы иногда не становится лучше между нами, да, потому что это сложно. Вот, но в целом, как бы, если посмотреть на там горизонт 2 лет, 3 лет, безусловно, как бы стало сильно лучше. Вот, то есть на масштабе это видно. И поэтому я тут считаю, что все-таки, особенно последнее время, мы вот наладили это общение между бизнесом и исследователями, и как бы все как бы лучше и лучше исследования конвертируются в реальный бизнес. Ну вот, А как вам задачу формируют на год, на несколько лет, приходя к вам в R&D подразделение? Они вам что говорят? Сделайте нам в следующем году более качественную версию Кандинского? Я не думаю, что так это происходит. Что они вам говорят? Что они от вас хотят? это по-разному бывает на самом деле. Вот Кандинский вообще возник не из желания руководства, скажем. Вот если опять же говорить. То есть Кандинский, знаете как, это было интересное время, 20-21 год. Тогда вообще не было карт еще, знаете как. Чтоб руководство что-то сказало, да, пришло, оно должно увидеть, что что-то работает уже, да, и что-то приносит деньги, более того. Я имею в виду высокое руководство, в первую очередь. Тогда не было вообще ничего по генерации картинок. То есть в каком-то смысле это родилось как полностью исследовательская инициатива, такой research, disrupt research, можно так сказать. То есть вы делали это без приказа, без... Мы делали это без приказа, по своему желанию как бы. И просто в какой-то момент, когда что-то стало получаться, когда мы стали там первыми в мире, кто опубликовал модель и дал ее пощупать, когда мы увидели интерес пользователей к этому. Понятно, что качество, вот если вы посмотрите, какое было качество Малевича, ну, как бы, ну, совсем плохое. А вдали, если еще первое посмотреть, то там вообще ужас. Хотя для того времени это было просто вау. То есть никто не думал, что так можно, это был дизрапт. Вот, мы как бы смогли заинтересовать руководство, и руководство увидело, что да, это может дать и конвертироваться, может дать какой-то value иметь, и может конвертироваться в деньги. После этого инициатива так она начала распадаться на продолжение исследований и на какую-то продуктивизацию вот этих самых исследований, да, и использование его в бизнесе. Сейчас картинки, ну, генерация картинок, во-первых, достигла такого уровня, что мы как бы часто не можем отличить то, что сделано моделями, от того, что сфоткано человеком или нарисовано. Это первое. Второе, как бы они приносят утверждение, что начали приносить деньги какие-то. Я не говорю, что они стали окупать траты, но стали приносить деньги, да, если расходы убрать на них. Но про языковые модели ровно так же можно сказать. Но пока что не пришла та точка, когда они стали окупаться полностью, да, даже OpenAI. И как бы, то есть это стало уже не только исследованием прям полностью, а еще и бизнесом. По видео я так не скажу пока что. Это пока что все еще больше исследования. И мы как бы, там, руководство продолжает верить, вкладываться в то, что там через год, через 2, может быть, что это будет что-то, что действительно можно будет там использовать при производстве фильмов, например, да, или при там создании рекламы полноценной уже в видеоформате, или для карточек товаров, да, как я пример привел, или для чего угодно другого. Вот, примерно так. А если бы у вас не получилось с Кандински? Вы потратили время, вложили ресурсы, занимались этим без приказа сверху, и в конце провал. Ну ничего, мы же не бизнес-подразделение, мы исследователи. Как бы руководство понимает, что исследователям надо давать какой-то шанс
ошибку сделать. Вот ту самую толерантность к риску. Они должны поддержать, что исследователи могут быть толерантны к риску на какой-то процент. Вот как бы за последние лет 5 в целом такое понимание, как мне кажется, у руководства появилось. Да даже, может быть, и раньше. Вот. И это действительно круто, потому что это позволяет... Только так можно какие-то новые штуки делать. Новые прорывные идеи двигать вперед. И, ну, как бы без этого... Но, с другой стороны, без этого трудно развиваться. А у вас бывают провалы? Да, конечно, бывают. Ну, какой-нибудь пример? Ну, может быть, без деталей, но как это выглядит? Да, вообще без проблем. Сколько угодно. Ну вот, Так. например, как бы в этом году хотели инструктивное редактирование полноценно докатить до продакшена. То есть не просто там поисследовать, что-то сделать, это есть, а хотели докатить эти исследования, сделать... ну, понимаете, этот продакшн тоже такой специфический, такой исследовательский продакшн, условно говоря. Докатить до того, чтобы люди попользовались. Вот видите, как не смогли. А что это такое Я не понял, о чем речь идет. Речь о том, что как бы когда дизайнеры, когда художники пользуются моделью, они не только генерировать картинки хотят, они Мгм. хотят... Картинка это всегда рулетка, да, что там сгенерируется по вашему запросу, да кто его знает. А, Самая главная фича — это редактирование. То есть, когда пользователь имеет возможность что-то замазать или, может, не замазать, а текстом написать просто: "Замени кошечку на собачку на этой картинке". То есть, в общем, дать возможность управления. Вот, как бы это как бы еще одна из целей. Причем цель сделать это действительно круто работающим. И вот, например, вот в частности, это пока что сделать не получилось в этом году. Уверен, что в следующем... И с видео ровно такая же история. То есть, как бы, для того, чтобы видеогенерация стала широко используемой, ну как, в основном в B2B сегменте, ну, то есть, ну, чтобы там киностудии, например, использовали, им обязательно нужно давать возможность редактировать, возможность изменять уже существующую видеозапись. И поэтому вот эта задача, она сложнее, на самом деле, чем генерация просто, но Мгм. ее надо обязательно сделать. И она пока что total такой, полностью исследовательская. Вот, и пока что вот не получилось. Мы думали, что успеем, но не успели. Ну и таких, на самом деле, мелких вещей, как бы их много. А не получается, потому что кто-то ленивый, кто-то опаздывает или просто какие-то объективные причины? Нет, знаете как, все на самом деле супер заряженные, никто не ленивый, в общем, тут. Вот, но Ну, может просто быть, кто-то не понимает, мозгов не хватает. Так же, наверное, бывает. это сложная задача, я так скажу, поаккуратней. Это сложная действительно задача, а, и действительно толковые специалисты нужны для того, чтобы это завести. Причем и исследователи, и потом те, кто как бы из этого сделают что-то работающее. Вот, как бы, как сказать, Не всегда их хватает. не всегда их хватает, да, не всегда их хватает, и часть толковых специалистов сидит на другой задаче просто физически. Там видео, например, заводит. И как бы, А как, ну, двумя задачами не получается заниматься одновременно. Вот, и тут, ну, как-то получается эти проблемы решать. Вот, а как определить, перед нами лентяй, перед нами суперсложная задача или перед нами, может быть, какая-то еще другая ситуация? Как вы, как руководитель, определяете, с чем имеете дело? То ли с бездельником, то ли с просто сложной задачей? я думаю, что там бездельников вообще нет в Ну, целом. окей, не бездельники, те, кто просто не может, потому что у него не хватает знаний, компетенций, еще чего-то. Я даже имею в виду, что в целом среди всех людей, как бы среди всех людей, как бы просто каждому человеку нужна задача, которая ему будет по душе. Да, то есть если человеку задача нравится, то он как бы перестает быть автоматически бездельником, потому что, ну, когда тебе что-то нравится, когда что-то есть мотивация это делать, ну, ты делаешь это. Как бы какие варианты? Вот. И я, как бы, если есть человек какой-то, у которого, ну, сколько-то времени не получается ничего хорошего сделать по задаче. Ну, такие бывают, конечно, безусловно. Там может быть месяц, да, по-разному. Для всех людей индивидуально. То есть тут нельзя сказать, что вот типа 2 месяца не получается, значит, надо убирать. Это зависит от человека и от задачи, на самом деле. От того, что там у человека не получается какая-то очень сложная задача 2 месяца, ну, как бы это ничего не значит.
Вот, я всегда как бы пытаюсь найти в рамках своей команды, в рамках команды исследовательских команд в Сбере или в Айре, стараюсь найти там все-таки область по душе для человека. Если что-то не получается, туда его забросить и посмотреть, как бы, там получается в другой области. Потом там не получилось, может быть, еще раз надо попробовать, третья область. Но вот как бы слишком много тоже, знаете, то есть если там не получается через 5 раз, да, попробовав совершенно разные, значит, вещи, причем по желанию самого человека, то есть его надо об этом спросить, куда он хочет, то, наверное, можно будет задуматься о том, что, да, действительно, человек там явно не на своем месте в плане искусственного интеллекта в целом вообще. И, может быть, человеку надо поискать другие направления. Вот. Но в любом случае у нас вот в этом смысле довольно толерантное отношение. То есть, как бы, я по-честному пытаюсь для любого человека, особенно который прошел собеседование, в принципе, это тоже не так просто пройти у нас, все-таки найти какую-то область, где он себя проявит. И, ну, у меня, честно сказать, там в 95% случаях это работало. То есть рано или поздно там человек, который не особо перформил, назовем так, он, ну, там находил области и там себя проявлял. Вот. Но были случаи совсем, как бы, когда человек 5 раз перешел, ничего не показал, но это исключение скорее, чем правило. Вот. А эти 33 человека как долго собирались в команду? Ой, тут путь непростой был у команды. Вот в 22-м году вообще как бы там, как сказать, типа полкоманды ушло, даже больше на самом деле, потому что Мгм. в связи с известными событиями. Кто-то вот там человек, который, с которым мы делали первого Малевича и Кандинского, Алексей Шиненков, он ушел в Stability, который Stable Diffusion делала, уехал. Мгм. Ну, еще там часть людей вместе с ним. Ну, и так у всех свой там жизненный путь. В общем, команда несколько раз обновлялась, на самом деле. Ну, не полностью, но на Мгм. большое количество процентов. Вот, поэтому собиралась она где-то с 21-го года как раз. Ну, Мгм. с середины 20-го, так скажу. С середины 20-го года в команде остался только я, если брать тот состав и этот. Вот, поэтому много людей новые. Ну вот, в частности, к нам, ко мне в команду присоединились 2 небольшие команды из Huawei. Мгм. Вот в этом году. Это такое личное достижение. Ребята действительно толковые, опытные, и с ними уже там получилось много чего интересного сделать. Но в любом случае, как бы результаты в следующем году будут видны. Потому что это еще тоже одна специфика, что как бы команда приходит условно сейчас, но результаты, которые можно будет увидеть работы этой команды, скорее всего, будут через год от того момента, когда команда пришла. Несмотря на то, что есть как бы большой... область динамично развивается, каждый день выходят новые релизы какие-нибудь, но все равно время погружения команды в процессы э, и хоть какое-то исследование до публикации статьи или до работающего релиза все равно проходит ну, много времени на самом деле. Вот, ну, такая жизнь. А как вы удерживаете персонал? Я понимаю, 22 год, ситуация политически понятная, тогда люди уезжали. Но мне кажется, и сейчас люди вполне себе могут уезжать, если, например, им больше денег предложат. Или вы платите так, что им неинтересно уезжать? Да нет, нет, уезжают. Ну, во-первых, задача мы все-таки... Нет, деньги, безусловно, важный как это, фактор, да, Мгм. того, что люди не уедут или уедут, наоборот. Но не менее важный фактор– это сама команда, сами задачи, которые мы Мгм. делаем. Мы все-таки как бы занимаемся задачами, которые на передовой науке. И науки, и инженерии одновременно. Так уж все сошлось. А плюс есть интерес бизнеса и к этому всему, и он на самом деле только на начальной стадии этого всего. Ну, то Мгм. есть, как бы все эти языковые модели, они, ну, как бы вот только-только начали, на самом деле, приносить хоть какие-то деньги. До этого это была игрушка скорее. Вот, и это как бы залог того, что область будет развиваться, она будет, как это, ну, там будут деньги, и сами задачи имеют научную составляющую. Это ребятам всегда как бы нравится, и они на это идут. Плюс, конечно, важна атмосфера внутри команды всегда.
Вот, но Мгм. это я тоже стараюсь делать, всегда поддерживать такую, ну, там, как это, дружественную, какие-то конференции мы там участвуем в конференциях, проводим внутри себя какие-то митинги, какие-то командные, там, не знаю, объединяющие семинары. Вот, это все влияет и важно, и, ну, ребята чувствуют себя как бы в потоке, во-первых, а во-вторых, они чувствуют, что то, что они делают, важно, а иногда даже деньги кому-то приносят. Это как бы вот такой комплекс, комплекс как бы таких ощущений, которые удерживают ребят в команде. Вот, но проблема переходов, она, конечно, есть тоже. Ну, то есть, ну да, да, часть ребят уходят, но мне кажется, что это как бы не специфика текущей команды, это специфика области в целом, что ребята пытаются постоянно какие-то новые области там для себя открыть, поисследовать и вынуждены при этом менять команду, там переходить где-то там в какие-то другие компании или из компании, наверное, приходить к нам. То есть текучка какая-то есть, она не такая, как в 22 году, но она, безусловно, есть. Она причем и к нам есть, и от нас есть. Вот. Ну, такой рынок, как бы. Такой рынок, такая среда. Ничего тут не поделать, как кажется. Я так понимаю, что в стране, в России не так много таких R&D подразделений. По крайней мере, я не слышал. В России очень мало их. Вот в Китае, в Штатах их много. Я вот был на конференции, я на многих конференциях бываю, я расскажу про китайскую. Мгм. Вот на китайских я не так часто бываю, поэтому вот есть конференция WAIC, называется, World Artificial Intelligence Conference. В этом году в июле была в Шанхае, вот, и удалось там побывать. Меня поразило, там, понятно, доклады, там была демо-зона, как всегда на конференциях научно-технических такое бывает. Ну, типа там каждая компания выставляла, что она там умеет и так далее. Такой набор стендов. Вот меня поразило количество компаний, которые в Китае разрабатывают языковые модели, во-первых. То есть буквально, я не ошибусь, если скажу, что каждая первая компания в Китае, которая выставлялась, делает, значит, какую-то либо тюн, либо свою языковую модель. И примерно каждая вторая делала своих роботов. Это еще как бы одна область, которая явно сейчас будет развиваться очень активно. Ну, может быть, опять же, там какая-то платформа общая, да, там участие компании, но робот свой в любом случае, так выставляется. Вот там действительно вот и компании, ну, я не знаю, ну, 200, может быть, 200 компаний, там 200, 250, 300, которые там языковые модели делают, там 150, соответственно, там 100 роботов. Вот у нас в России фундаментальными моделями занимаются две компании всего. Это Сбер и Яндекс. Нет других компаний, которые занимаются разработкой своей фундаментальной модели. А, Это же дорого очень. Видимо, поэтому. То есть делать претрейн с нуля, то есть делать как бы и свою идею, и инженерию поверх этой своей идеи стоит очень дорого. Особенно инженерию делать дорого. То есть физически просто в рублях. И содержать свой суперкомпьютер надо полноценный. Вот эти огромные хранилки данных, потому что, ну, там просто можно как это прикинуть. Вот модель генерации видео учится на сотнях, миллионах видеороликах. Вот мы там один-то не можем скачать иногда свой компьютер. 100 миллионов нужно там. 100. Вот у нас датасет сейчас 200 миллионов видосов. Ну, они, понятно, не часовые, они там сколько-то секундные. Ну, типа А там где вы 30. их взяли? Ну, мы берем из открытых источников, конечно. Где же еще брать их? Ну, как и тексты, как и картинки из самых разных. Ну, Что YouTube. угодно. Ну, YouTube, да, Рутуб Мгм. и Мгм. так далее. Вот. То есть у вас какие-то сканеры мощные стоят, которые Того. Ну, не, мы скачивают? часть датасетов мы покупаем, А, по-честному, да, то есть мы, ну, не все. Часть, конечно, у нас стоят там, там эти, значит, краулеры, ну да. парсеры, которые мы забираем просто. Но суть в том, что это огромный сет, огромный, это петабайты данных, Мгм. петабайт, которые надо хранить, а потом еще как бы научиться прокидывать в модель. То есть тут и еще модель большая, типа там сколько-то миллиардов. Но это огромный компьютер, это огромные вычисления. И вот инженеры, они этим и занимаются. Они берут подход и потом пытаются из этого что-то работающее сделать. А там очень много вопросов, которые тоже как бы в каком-то смысле тоже research. А как ускорить, да, обучение, а как ускорить инференс модели, да, потому что он там не 20 минут занимал, а там, ну, хотя бы там несколько минут или там даже секунд. Вот у нас Кандинский 4.0 флеш выходил вот, на конференции iJourney 12 декабря этого года, не так давно.
А, вот мы как бы там модель представили флеш, которая 12-секундный ролик генерирует за 11 секунд. Мгм. Ну, типа как То есть картинку. можно стримить уже в Ну, перспективе. типа того, да, типа того. Но Мгм. качество там значительно проседает, Мгм. но как бы, но это вопрос времени, так Ну скажу. да. Вопрос исследований, в основном исследований, ну и времени в том числе. Вот, и это большая же инженерия, и вот инженеры ровно этим и занимаются, зачем они нужны. И это все дорого, и компетенции нужны уникальные. А зачем это делать, если есть лама или ляма от Фейсбука? Она огромная, хорошо тренированная. Зачем китайцам делать 150 компаний, и каждая компания повторяет то, что делает Facebook? Или, может быть, они просто берут Facebook модель и лейбл просто меняют сверху и выдают за свою? Конечно, есть и такой подход. Это, Мгм. в принципе, ну, я как бы про китайские компании меньше знаю, их много. Какие-то известные, там, точно назову, типа там Жипуай, это выходцы из Цинхуа, там, компания Huawei, компания там, значит, там, Вен, например, вот, да, Мгм. э, одна из известных моделей. Ну и так далее, там их много прям, и они уже на хорошем мировом уровне. Они делают свои модели. Ну, гарантированно известно, что ребята делают свои модели претрейна. Зачем они это делают? Затем, что, все-таки, там Facebook, OpenAI, компании, которые, ну, не ставят своей целью, значит, во-первых, какие-то компании не open вообще ничего. Ну, Llama, да, open модель и так далее. Но вот компании, которые не open типа OpenAI, Google, они очень Мгм. слабо open они как бы, ну, там делают модели, но не делают их для себя прям полностью, но им в целом от того, что она китайский, там плохо знает или про Китай что-то, да без разницы в целом. Как бы вот интернет, он англоязычный, ну, Мгм. как бы вот то, что есть там, ну, в целом это неплохой слепок всех знаний человечества, но если попробуете там во Флаксе погенерировать даже Красную площадь, то можно увидеть, что там, ну, просто плохо генерится. Ну, что-то там есть, чебурашки там всякие, это вообще она... Но мы как это, в России же не только чебурашками одними. Да, у нас много. Если подумать, это просто сейчас труд, там, чебурашка пришел на ум, а на самом деле у нас куча доменов, их много, там и культура, и там архитектура, и персонажи, и символика, которые просто не знают ни чат GPT, и так далее, ни Флаксы, ни Дали, ни Штора. Мгм. А, и как бы и цели как бы у ребят, чтобы это все узналось, их нет. Ну, их просто нет, да и данных, скорее всего, нет в интернете. В этом и проблема, почему. Были бы данные, они бы узнали, но данных нет по этим. Но это как бы одна из реальностей наших, что вот интернет, он англоязычный в основном. Вот, ну и как бы тут трудно ожидать, что, ну как, можно ждать, конечно, что ребята там в OpenAI в Штатах это докатят, но так как, ну это странно, в общем, как бы их ожидать. Вот, это первое. Второе, как бы есть куча бизнес-областей, которые просто, ну, очень критичны до этих уровней, до этих ошибок. И им важно, как бы, значит, чтобы модель очень хорошо знала их домен. Это можно решить на файн-тюне частично, но любой файн-тюн поверх типа лора– это костыль поверх модели. То есть Мгм. важно сделать свой претрейн и заложить изначально туда знания и иметь как бы платформу, которая будет развиваться последовательно, и как бы она будет под контролем нас, как разработчиков, или еще какой-то компании, да, которая делает. Это как бы первый аргумент. То есть мы просто как бы контролируем то, на чем мы учим. Мы Технологический суверенитет определенный. технологический суверенитет. Это на самом деле очень важно. Мгм. Вот. А второе, может быть, оно даже более важное, чем первое, потому что действительно как бы можно взять ламу, пофайнтюнить ее, и типа для каких-то там бизнес-областей этого будет достаточно вполне, да. Можно и чебурашку там туда заложить в какой-нибудь флакс open и колобка, и, значит, там архитектуру, не знаю, какого-нибудь Ростова Великого, да, который теперь так называется. Вот, и так далее, и так далее. Это все можно, но как бы это будут костыли, это будет как бы вот, ну, взяли чужое, да, что-то Мгм. прикрепили к нему, ну, типа назвали своим, ну, такое. Вот, это первое. А второе, мы, как бы обучая собственные модели, мы вынуждены привлекать людей на эти задачи. Это что значит? Инженеров, ученых. Это что значит? Что мы формируем экспертизу своих людей. То есть у нас М. появляются люди, которые в случае чего, ну, как в случае чего, ну, я не знаю, там, ну, просто сами по себе это важно, а, умеют полностью от и до
учить такие большие модели. То есть они обладают технологией, они обладают знаниями, экспертизой. И это вот это скорее даже более важно во многом, потому что, как бы, повторю, там, в случае чего, я не могу сейчас привести пример, в случае чего, да, я имею в виду. Мгм. Просто в России есть, Ну, поддержка кончится у этой лямы. Допустим, они завтра скажут, это не open source больше, типа, например. да, больше это не open source. И вот что, мы как бы на старой версии останемся, Мгм. а экспертизу сформировать это самое трудное. Я вот пример привел, что люди приходят, и как бы, дай бог, через год они, типа, результат мы сможем показать, который эти люди сделали. Это люди с экспертизой уже приходят. Они приходят с экспертизой, они понимают примерно, о чем речь. То есть мы не берем кого угодно, да, это, типа, берем людей, которые искусственным интеллектом занимались, машинным обучением и даже текущей областью. А представьте, как бы, сколько нужно времени, чтобы еще и людей привлечь, еще экспертизе их научить, а потом еще, чтобы они дали результат. Это типа годы. И вот ламу закроют, мы не будем развивать, но мы, типа, ламу получим через 5 лет после этого, а через 5 лет она не нужна будет, потому что она нужна сейчас. Как бы вот Мгм. если... Вот можно, опять же, посмотреть на то, как искусственный интеллект развивался. Вот 4 года назад, вот прям совершенно точно, да, то есть 20... Вот ровно 4 года назад было 28 декабря 21 года. О, 20 года, пардон. Мгм. 20 года. Вот 28 декабря 2020 года не было Далли даже, люди вообще не понимали и даже не думали, что можно картинки генерировать. Да. И всего 4 года. А сейчас мы как бы пришли к тому времени, когда там картинки фотореалистичные. То есть 5 лет для этой области это примерно, я не знаю, как, ну, 50 для автомобилестроения. ну, типа того, то есть как бы 5 лет, через 5 лет любая как бы идея, она становится особо неактуальной вообще. Вот мы сейчас Мгм. живем в такой области, что вот 5 лет назад, если 5 лет мы делаем модель генерации картинок, в целом оно не актуально уже, типа, потому что другие идеи, другие люди, другие, все другое. Вот, поэтому никаких 5 лет нет, и это все нужно развивать. Вот, наверное, вот эти два аргумента чрезвычайно важные, на мой взгляд. Ну, с чипами еще можно привести пример. То есть вот мы Мгм. там не производим собственное оборудование, железо. То есть действительно мы вынуждены сейчас, это ставит нас в некое такое, знаете, зависимое положение, что мы типа учим на NVIDIA железе. То есть мы все модели, Кандинский, Гигачат, вообще все учим на NVIDIA железе. Вот. При этом как бы ситуация понятно какая, да. Мгм. Мы типа вынуждены это покупать. Вот. Почему? Потому что в России нет производства собственного железа. То есть нет... Что-то производится, впрочем, да, там эльбрусы всякие, но как бы, ну, выучить на них что-то конкурентное, ну, не представляется возможным. Вот мы как бы эту область в каком-то смысле, ну, там, сколько-то не развивали, вот так же. Типа не было, там, эксперты уезжали, это не развивалось у нас, и поэтому догнать как будто возможности уже и нет. Вот если как бы не развивать собственную экспертизу в LLM-ках, в генеративном AI, то просто через как бы там 3-5 лет, ну, просто можно будет не начинать, как бы. Мы как бы полностью будем закупать где-то там. Поэтому вот это по каждой области должно быть так, как будто. То есть мы должны развивать там, типа, пусть с отставанием где-то, да, мы, ну, надо по-честному признать, с точки зрения инженерной части, мы отстаем и от китайцев, и от США. Мы отстаем не сильно, но мы отстаем, да, то есть ребята все-таки первыми что-то получают. Это абсолютно, повторю, не значит, что мы у них забираем и приклеиваем свой шильдик, мы все-таки развиваем свое. Но мы чуть-чуть отстаем. А когда это, значит, когда мы догоним, ну, когда-то догоним. Вот когда, как бы, вот по гиге, например, мы уже стали догонять. Типа, так как замедляется прогресс с той стороны, тоже его обсудили сегодня подробно, почему он замедляется по языковым моделям, то мы, Мгм. типа, как бы гигачат, ну, вполне себе, он по некоторым доменам лучше, чем даже последняя модель чат GPT. Вот дальше он как бы будет только выравниваться с качеством чат GPT. По видео мы, типа, это область, которая прям сильно конкурентная пока что еще. До плата там еще далеко. То есть я думаю, видео и видеогенерация на плата выйдет там, может, может, года два еще нужно, да? Чтобы это было типа а-ля ChatGPT по качеству и по проработанности технологии. Но вот мы тоже там... Главное, что мы сейчас как бы участвуем в этой гонке, и мы там показываем вполне себе хорошие результаты. Типа в следующем году мы там что-то типа ссоры точно... Уже сейчас показали в целом. Просто не паблик, недоступно. Вот, но мы обязательно выкатим, это будет паблик, то есть все смогут попользоваться, там, кандинским, генерация видео, я имею в виду. Вот, и по качеству это будет там, ну, сравнимо вполне с тем, что там западные китайские коллеги показывают. Вот,
Как к вам в команду попасть? Вот слушает нас сейчас наш зритель и думает, как бы к этим людям попасть в их группу. Да, как это, можно мне написать, можно мы на самом деле часто ищем людей, потому что Но у вас есть открытые вакансии? есть открытые вакансии, конечно, да. А кем нужно быть, чтобы оказаться в вашей команде? Что иметь? Какие достижения или, может быть, какие-то обещания вам дать? Ну, опыт, релевантный опыт — это самое главное. Мгм. Зависит от направления. Если говорить про языковые модели, то опыт языковых в производстве языковых моделей, в их обучении. Или какой-то хотя бы релевантный опыт, да. И с точки зрения инженерной части, но опыт вот, постановки и масштабирования моделей. Кстати, в России это чрезвычайно как бы редкий опыт. Вот тогда следующий вопрос. Представим себе просто программиста, которому, например, 25 лет сейчас. Он умеет программировать на Java, на C++, хороший программист, но он к искусственному интеллекту пока не имеет никакого отношения. Что ему сделать? Какие шаги предпринять, чтобы к вам побыстрее попасть? Ну, первое — это, значит, есть, как бы сейчас искусственный интеллект и вот эта вся область в целом, она демократизуется уже давным-давно, на самом деле. Это что значит? Что как бы есть очень много курсов, есть много, школ, где можно там довольно быстро, на самом деле, не тратя год-два, в область погрузиться. Потому что если человек программист, он все-таки, как бы любой программист, он так или иначе в курсе математики той самой, и в курсе и каких-то нюансов, значит, ну, зависит от области программирования. Программисты тоже разные бывают. Все-таки он как бы в контексте плюс-минус, на самом деле. Даже если он так не считает, это на самом деле так и есть. И на самом деле, чтобы подтянуться и узнать там Data Science, нужно не так много, как кажется. Ну, там полгода, может быть. Подтянуться, просто изучить какое-то актуальное состояние области. После этого в целом как бы вполне себе можно пробоваться и приходить в команду. Ну, у нас, конечно, есть ряд собеседований, которые мы проводим. Это и там техническое собеседование, такое по знаниям просто поговорить и проверить способности программирования и проверить способности программирования в конкретной области, например, в построении тексту image моделей. Вот там надо будет пройти этот ряд собеседований, а потом, пожалуйста, вот вы и в команде, как говорится, после этого. Как-то так. То есть вас устроит такой самоучка, который прошел какие-то курсы, может быть, самостоятельно? Не, как с точки зрения инженерии, совершенно точно. Но инженеры, они так и получаются в основном. Все люди, которым нравится то, что они делают. Есть люди, как самоучки. У нас как бы в России вообще в целом с точки зрения ис- образования по искусственному интеллекту, как это, оно все не так давно началось, ну, на официальном уровне. То есть, ну, и понятно, есть школа анализа данных у Яндекса, она давным-давно существует, там, с 2012 года. Опять же, могу ошибаться, может, раньше, да. Ну, примерно так. Щас в этом смысле лучше все. То есть сейчас уже со школы. Вот мы, недавно участвовали вот с моим коллегой одним в команде. Мы, написали одну главу для учебника, для школьников, 9 класса по искусственному интеллекту. Хм, Вот как бы в рамках доп. Образования вот есть такой учебник теперь от, Министерства просвещения, хм. который для всех школ будет поставляться, там, рекомендоваться. Ну, пока что в качестве дополнительной литературы, типа такой, после уроков, условно. То есть это не входит в обязательную программу. Но рано или поздно это войдет в обязательную программу, как и информатика, очевидно абсолютно, да. И там в этом смысле будет гораздо больше специалистов, образование будет соответствующее. Но пока что я к чему это все говорю? Что пока что нет ни одного человека в команде, который специально получал образование по искусственному интеллекту. Почему? Потому что такого образования не было. Не потому, что они не хотели. То есть в любом случае это какие-то доп. Курсы. Ну, типа ШАТ, вот, например. Это же не официальная магистратура даже, да, это просто там 2 года в Яндексе. Там для себя ребята сделали. Сейчас в МФТИ, в МГУ, в Сколтехе появляются курсы. Ну, давно уже появляются, на самом деле. И поэтому вот новые ребята, студенты особенно, которые только закончили там университет, они уже приходят со знаниями целевыми. Но люди постарше, они физики, математики, они не специалисты в области ИИ. То есть они в каком-то смысле тут самоучки. И вполне себе как бы это развивается и живет, вот могу так сказать. Поэтому как бы, опять же, мультидисциплинарная область. У меня, знаете, я последнюю историю расскажу, что вот как это, э, что есть очень много специалистов, которые языковые модели
развивали, у нас, по крайней мере, специалистов, которые вообще заканчивали филфак, например, МГУ. Хм. Ну, NLP, как бы понятно, Natural Language Processing, я имею в виду, значит, обработка естественного языка. Ну, та область, которая дала, собственно, миру там ChatGPT и языковые модели в целом. Вот у нас как бы первые модели развивали коллеги с филфака и МГУ, которые прошли курсы, поступили в вышку, прошли курсы по вот, типа, по программированию, по Хм. Data Science. Ну вот, пожалуйста, как бы. Там, и повторю, таких курсов много в последнее время. То есть можно брать это все, проходить, изучать, ну и, собственно, делать. Вот, Хм. вот так. Хотел последнюю тему затронуть, вопросы этики в области искусственного интеллекта. Шумиха на этот счет очень большая, и мы знаем, что есть цензура в том же ChatGPT, и в GigaChat тоже цензура есть. Вполне можно это попробовать самому, задать какие-то вопросы, касающиеся разных тем таких пограничных, и ChatGPT, этот GigaChat не отвечает. И Яндекс точно так же действует. Вы это ощущаете как-то внутри, эту некую, ну, некую линию партии центральную какую-то? Есть ли какое-то давление в этой области? И проводят ли какие-то с вами на этот счет разговоры? Вообще есть какой-то вектор в этой области? Или каждый просто блокирует какой-то контент, потому что ему это кажется правильным, и все? Не, но по этому поводу, конечно, это важная на самом деле история, но тоже фан-факт, еще один, что первые модели, которые мы выпускали, ну, до GigaChat было GPT-3, у нас. То есть, на самом деле, GigaChat появился не в прошлом году. Ну, GigaChat появился в прошлом году, но исследования, которые мы вели в рамках создания языковых моделей, в Сбере примерно с 2018 года существуют. И вот, повторю, RootGPT, Малевича, там, Кандинский, это все как бы такое, все из исследования это возникло. Вот совершенно точно. То есть, как бы, это все возникло давно и возникло из исследовательской, как бы, части. Вот до 23 года все модели, которые мы отдавали наружу, они были без всякой цензуры, без всякой фильтрации контента. Типа Кандинский, Малевич могли воспользоваться и написать примерно все, что угодно, что вам хочется, и как бы Мгм. получить выход. С 23 года, когда модели стали действительно генерировать такой полноценный контент, полноценный в смысле как бы использую, который пригоден для использования дальше. Мгм. Действительно стали возникать вот эти вот вопросы, значит, а почему там иногда генерируется что-то плохое, да, у вас? Там, ну, потому что генеративные модели, понятно, они учатся вот на этих там триллионах текстов, миллиардах картинок, сотнях миллионах видео. Понятно, что как бы как вы не пытаетесь что-то там отфильтровать на претрейне, типа все равно что-то попадет. Это же не человек отсматривает, это как бы модели другие отсматривают и фильтруют. Мгм. Там миллиарды видео, картинок отсматривать вы, там, даже если весь Сбер посадить в составе 200 тысяч человек, типа вообще просто остановить всю работу, 200 тысяч человек, типа отсматриваете там миллиард картинок. Но они даже этот миллиард картинок будут отсматривать не пойми сколько времени. И не факт, что эффективно. Поэтому фильтруют контент для обучения другие модели искусственного интеллекта. Это тоже забавный факт. Мгм. И мы как бы, ну, вынуждены были развивать модели цензурирования, модели фильтрации, вот начиная с 23 года. Как бы какая история? Да, вот у нас действительно есть вот эта вот история, что постоянно разное надо отфильтровать, и постоянно разное надо не показывать, да, по требованию партии. Но мы все-таки за этот год успели, за прошлый и за этот, успели выстроить некую, как бы, некую систему правил и некую систему требований, как мы новое правило на исключение из генерации разрабатываем и вообще Мгм. формулируем. То есть как бы у нас есть процесс совместно с кибербезопасностью, совместно в целом с руководством Сбера, и процесс принятия решений в первую очередь. Что мы должны блокировать, как бы что мы не блокируем, что блокируем. И в целом, действительно, за это время пришлось обучить несколько моделей, которые занимаются блокировкой контента, но мы поначалу, может быть, они были не очень хорошими. То есть они блокировали много лишнего и не блокировали иногда то, что нужно. Хм. Сейчас они стали лучше, они стали более робастными, скажем так, устойчивыми к этому всему. Но все равно, конечно же, это невозможно решить со стопроцентным качеством. Всегда будет, как бы, всегда будут ложные срабатывания, то есть когда вы заблокировали то, что не нужно было.
И всегда можно будет хакнуть модель, в том смысле, что хакнуть не модель, а хакнуть вот эту систему безопасности, сформулировав как-то хитро, там, пробелы вставив там между буквами, или там перейдя на другой язык, типа какой-нибудь малоизвестный, я не знаю, там, какой-нибудь, не знаю, Суахили. ну да, какой-нибудь африканский или индийский язык, Мгм. там, их мало. Это, типа, модель поймет это, потому что она мультиязычная, сформулирует это, а система безопасности это пропустит, потому что она чуть слабее, чем основная модель генеративная, чуть меньше знает, Мгм. знает только то, что нужно блокировать, ну вот это вот все. Вот, но скажу так, что у нас вот самое главное, что процесс получилось построить, что мы блокируем. Процесс принятия как бы вот жалоб. Ну, у нас регулярно там люди жалуются на то, что типа ваша модель вот там это генерирует, а это не генерирует, наоборот. Иногда, знаете, как в прокуратуру мы даже ходили по этому поводу. Вот я лично Хм. был несколько раз. Но как бы хорошо то, что в государстве, в принципе, лояльно, ну не то, что лояльно, с пониманием относятся к тому, что мы делаем. То есть могли бы сказать, типа, все, там, закрываем лавочку. И вот, но в целом, как бы совместно там с ребятами, с коллегами, там, какие-то требования формулируем. Они там все понимают, видят прогресс у нас. И как бы формулируют, в том числе коллеги там, ну, я имею в виду в государстве, формулируют, у них там много веток, и по вот этой, как правильно там вот эти требования все формулировать по безопасности, и как вообще в целом прорабатывать законы по, не знаю, по там регулированию генеративного искусственного интеллекта, потому что там гораздо больше как бы опасностей, чем мы можем видеть. Мгм. Ну, опасности в целом недобросовестного использования в первую очередь. То есть то, что как бы эти системы могут быть недобросовестно быть использованы. Вот. И вот как бы мы над этим работаем полноценно. Что ж, остается пожелать вам удачи. Мы следим за развитием Гигачата, Кандинский. Я пользуюсь Кандинский практически каждый раз при подготовке презентаций. Я картинки беру именно оттуда. Это лучше, чем фотобанки, которыми я пользовался раньше и платил деньги. Теперь это бесплатно. Так что я один из ваших пользователей благодарных. Круто, круто. Да, все замечательно. Я плохо пока, у меня плохо получается с промптами. Я пытался на английском, на русском, но вроде бы получилось так, что на русском, получается, он лучше рисует. Иногда бывает, как правильно было сказано, он выдает случайное что-то, и приходится просто другой промпт формулировать. Но это какая-то пока, мне кажется, такая серая зона. Вот правильность формулировки промпта, как это делать, пока не знаю. Мы можем как-нибудь повстречаться, Егор, и я покажу. Я Хорошо, рад. договорились. Спасибо большое. Спасибо огромное. С Ну наступающим. все, да.